С наступлением ночи в этом месте говорят только шепотом. Здесь строго-настрого запрещается сворачивать с основных тропинок вглубь леса, потому что ты не вернешься, ты заблудишься. Таинственная аномалия сделает твой компас совершенно бесполезным предметом. Ты услышишь жуткие голоса. Повернись, Сара. Начнешь замечать страшные белые силуэты между деревьями. Твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Вот оно, истинное лицо Аокигахары. Еще его называют Лес самоубийц. Привет! Япония – страна новых технологий, аниме и причудливых традиций. Ежегодно миллионы туристов посещают эту интересную страну. Но есть одно место, от которого стоит держаться подальше. Это место – лес Аокигахара, что в переводе означает «равнина синих деревьев». Это очень живописный парк. Он расположен на острове Хансю, неподалеку от Токио, у подножья вулкана. Другое название – Дзюкай, в переводе «море деревьев». Туристы питают к этому месту самые нежные чувства. Чистый воздух и красивая природа так и манят гостей из мегаполисов. Датой появления леса Аокигахара принято считать 864 год. Именно тогда произошло мощное извержение вулкана Фудзи, которое повлекло за собой образование плато площадью 40 квадратных километров. В 1707 году было зафиксировано последнее значительное извержение вулкана, но по каким-то странным обстоятельствам один из склонов Фудзи лавой не покрыло. Участок площадью 3000 гектаров вскоре зарос густым хвойным лесом. Площадь лесного массива составляет более 35 квадратных километров. Почва выглядит так, словно какая-то неведомая сила пыталась выкорчевать огромные деревья. Узловатые, причудливо переплетенные корни деревьев выходят наружу, не в силах пробить лавовую породу. Легенды об Аокигахаре известны каждому жителю Японии. Во времена Средневековья Япония переживала острую нехватку продовольствия. Население голодало и страдало. Именно в это тяжкое время широкую популярность обрел обычай убасуте. Смысл его заключался в завозе детей и стариков подальше в лес. Нищие семьи, которые были не в состоянии прокормить своих родных, оставляли их там умирать мучительной и страшной смертью. Несчастные, оставленные умирать люди, до последнего своего вздоха проклинали тех, кто так жестоко с ними поступил. А стена деревьев молча наблюдала за страданиями несчастных и глушила их плач своей тишиной. Души усопших пленников Аокигахары наполнялись злобой и одержимостью мести. Японцы называют эти души юреями. Они твердят, что духи имеют длинные тонкие руки, тело без ног, а глаза светятся красным огнем. Местные жители до сих пор считают, что юреи практически отлавливают на краю пешеходных тропинок одиноких путников, и их души пополняют призрачное сборище. Туристам строго наказывают не сворачивать с основных троп вглубь леса, потому что здесь легко заблудиться. Магнитная аномалия делает компас совершенно бесполезным предметом, а похожая местность не позволяет найти выход по памяти. Густые кроны деревьев Аокигахары не пропускают дневной свет, а внешние звуки не доносятся к человеку. Тишина сразу режет ухо вошедшему туристу. Стоит подметить, что в лесу жутко спертый воздух, а температура внутри Дзюкая существенно ниже, чем окружающая. Столь давящая обстановка очень губительно влияет на психику человека, создавая впечатление, будто кто-то наблюдает со стороны. Специалисты полагают, что в недрах леса находятся крупные залежи железной руды. Видимо, именно это и служит главной причиной того, что в лесу не работают компасы. С 1970 года полиция Японии стала официально заниматься поиском и опознанием трупов самоубийц.
Согласно статистике, ежегодно в Аокигахаре находят до 100 тел, и с каждым годом их число возрастает. Среди наиболее популярных способов самоубийства – повешение и отравление лекарственными препаратами. Популярностью у самоубийц Аокигахара пользуются благодаря произведению Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству», которое увидело свет в 1993 году. Книга сразу же становится бестселлером, более 1 миллиона проданных экземпляров. В книге приводятся разнообразные способы уйти из жизни, а прекрасным местом для этого указывается именно лес Аокигахара. Даже сейчас возле некоторых тел самоубийц полиция находит экземпляры творения Цуруми. Те, кто решился посетить лес Аокигахара, должен иметь крепкие нервы. Бывает, что хрустнувшая под ногами ветка оказывается человеческой костью. А странное очертание человека вдалеке является трупом очередного висельника. Некоторые очевидцы заявляют, что если пройти вглубь массива хоть на пару метров, можно найти множество вещей, принадлежавших тому, кто никогда уже не вернется из Аокигахары живым. Обувь, сумки, предметы одежды, куски веревок и пустые блистеры от таблеток или другие упаковки от препаратов. Местные органы самоуправления пытаются вести работу по предупреждению новых самоубийств. Дорога и тропинки просматриваются с видеокамер. В местных магазинах не найти веревку или какие-то сильнодействующие медикаменты, а сотрудники супермаркетов и, собственно, парков всегда начеку. Наблюдая за посетителями, они уже научились вычислять потенциальных убийц среди обычных туристов. Остается только сообщить полиции или попытаться предотвратить происшествие самостоятельно. Некоторые посетители особенно бросаются в глаза, и не заметить их просто невозможно. Они некоторое время слоняются неподалеку, перед тем, как пойти по тропинке. А еще они стараются ни с кем не встречаться глазами. Несмотря на принятие серьезных превентивных мер, найти всех не получается. Некоторые, особо упорные в своем стремлении личности, забираются в такие дебри, что и следов потом не отыскать. Там останки растаскивают хищные звери, навсегда делая их частью этого леса. В помощь полицейским часто приходят и добровольцы. Вместе они патрулируют окрестности леса и близлежащие дороги, дабы предотвратить увеличение числа самоубийств. Раз в году на территории Аокигахары проходит полный осмотр. Помимо полиции, в нем участвуют до 500 добровольцев. Осмотренные районы в лесу ограждаются лентой. Довольно часто полицейские находят рядом тела мужчины и женщины. Самоубийство по сговору. Если влюбленные не могут быть вместе, то они решаются вместе уйти из этой жизни, чтобы соединиться в следующей. Увы, вера в это столь сильна, что полиция и не пытается разбираться в причинах, когда находит рядом два разнополых трупа. Для них все очевидно. Практически все аномалии, которыми природа наделила дзюкай, можно объяснить с научной точки зрения. Но суеверный человек только пальцем у виска покрутит, ведь точно известно, что люди не могут выбраться из Аокигахары, потому что их не отпускают юреи, полчища призраков. Японцы верят, что после смерти встретиться с духами предков смогут не все. Если не был соблюден погребальный обряд или причина ухода в мир иной далека от естественной, то покойный превращается в беспокойного и становится юреем, мстительным призраком. Власти Японии пытаются сократить число самоубийц и всевозможными способами побуждают людей одуматься. При входе в лес Аокигахара установлен плакат со следующим содержанием: Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам. Береги себя. Пока.